Всем доброго времени суток. На обзоре теплица размерами 3 на 6 метров, сделанная своими руками. Основной материал, который применялся, это были старые оконные рамы, сосновый брус новый 5 на 5 сантиметров, 2 листа поликарбоната 2 на 6 метров, цемент, песок и куча старых более-менее таких целых кирпичей. Ну и еще немножко там брусков старых. Это мое первое серьезное строение, которое я хотел сделать как можно бюджетнее, но все-таки не получилось. Первое требование к теплице было это, чтобы она была на основательном фундаменте и можно было ходить в полный рост. В процессе строительства я не ставил себе цель снимать весь процесс на видео, а делал только фотографии просто для архива. А цель этого обзора рассказать любителям, которые все делают своими руками, кратко о том, как шел поэтапный процесс этого строительства, с какими трудностями я столкнулся, какие минусы и плюсы в этой теплице есть. Надеюсь, что хоть кому-нибудь пригодится мой опыт, и он не сделает тех ошибок, которые сделал я. Первое. Опалубка для фундамента была сделана из обычных старых листов ДСП, простая и экономичная, до простоты. Высота от основания примерно она была 40-45 сантиметров. С шириной фундамента я определился на 15 сантиметров. Это как раз под кирпич, ширина которого 12 сантиметров. С каждой стороны оставалось по 1,5 сантиметра. Процесс заливки получился очень простой. Выложил первый ряд кирпичей на песочную подушку и потом уже это все залил по кругу раствором цементным. Следующий ряд кирпичей клал уже на этот залитый раствор по-свежему и так далее ряд за рядом. Также сделал после второго или третьего ряда кирпичей в круговую армирование проволокой 6 миллиметровой. Опять же, на просторах YouTube высмотрел, на такой фундамент рекомендовали не более 6 миллиметров, а где-то и вовсе сказали, что и так сойдет. Следующее. В итоге получилось очень даже добротно. Длину фундамента сделал не ровно 6 метров, а чуть меньше, так как лист поликарбоната в длину ровно 6 метров. И я оставил по несколько, 2-3-4 сантиметра с разных сторон, чтобы хоть немножко выступал за края теплицы. Ширину оставил 3 метра, перестраховался немножко, можно было, конечно, сделать и 3,20, и 3,30. Почему не стал рисковать и делать шире? Хотя вполне можно было, просто при том количестве рам, которое было в наличии, я уже произвел расчет длины и ширины теплицы. Второе. Гидроизоляция. Изначально я задумал весь фундамент обклеить рулонным технониколем, который применяется на крышах для гидроизоляции путем раскатывания и нагревания газовыми горелками. Вот этот кусочек попал в кадр. Но все же этот материал в первую очередь предназначен для горизонтального применения. И у меня он при нагреве элементарно не держался на вертикальной поверхности. Конечно, если бы был помощник, то можно было бы что-то сделать. Но так как я все делал в одного, этого у меня не получилось. Но в итоге пришлось применить более качественный материал, о чем я ничуть не пожалел. Работать с ним было очень даже комфортно. Следующее. Установка коробки. Первый и неудобный минус, который возник у меня при установке коробки, это длина брусков. На нашей пилораме весь материал 5-метровый с небольшим запасом, 10-15 сантиметров. И с учетом того, что длина фундамента была меньше 6 метров, то вот эти самые надставыши получились сантиметров 60-70. Если бы, конечно, бруски были 6-метровые, то здесь уже было проще. Поехали дальше. В качестве основания по периметру фундамента кинул обработанный старым машинным маслом все тот же брус. В качестве гидроизоляции слоя между брусом и фундаментом пошел все тот же рулонный технониколь. К брускам с внутренней стороны прикрутил уголки, а их уже на анкерные болты посадил на фундамент. Ну а дальше уже по углам выставил стойки с помощью временных укосин и разных распорок, кинул на них по периметру сверху брус, выставил еще распорки уже под рамы и установил дверной проем. Следующее. Стропильная система. Для того, чтобы все заготовки получились одинаковыми, сделал вот такой простой шаблон. На концах сделал небольшие запилы для удобства установки. Каждое место установки крепил на уголки и усиливал саморезами по диагонали и еще и сверху.
Изначально для усиления стропил хотел оставить по одной простой рейке перемычки, но потом переделал в такую систему с подкосами и затяжками. Но подкосы и затяжки я сделал не на все подряд, а только через одну. Получилось очень даже хорошо и крепко. Следующее. Крыша. Из-за желания сэкономить с крышей без минусов у меня не обошлось, хотя по истечению 2 зим и 1 урожая этот минус никак себя не проявил. Что именно я сделал? Я не стал обрезать оба листа ровно под конек, чтобы потом закрыть, а просто первый лист я загнул на вторую половину крыши, а второй лист я обрезал и подложил под первый лист. Почему? Ну, опять же, из экономии. Из обрезков со второго листа я зашил боковой фронтон, потому что делать из стекла эти рамы было очень неудобно. Ну и самый большой минус, который получился, это то, что я не поставил боковые пластиковые заглушки на каждый торец листа поликарбоната. В результате в ячейках листов стала собираться влага, потом она уже превратилась даже в воду. Думал, что зимой в морозы это все порвется, разморозится, но ничего подобного не произошло. Прошло 2 зимы, и хоть бы какой намек на прогиб крыши от снега, ничего подобного. Тем более, что снег на крыше даже не задерживался, угол наклона получился такой самый оптимальный, чтобы снег сам с него скатывался. Следующее – это установка рам. Из-за разных размеров рам пришлось делать такие более-менее расчеты, чтобы потом между этими рамами ставить опорные бруски. Единственный плюс – это было наличие 4 одинаковых рам, которые пошли на внешнюю сторону. Остальные все разные и по высоте, и по ширине я разместил с тыльной стороны. В наличии у меня было всего 4 одинаковых высоких рамы, от которых я начал монтаж. Они у меня шли от самого нижнего бруска до верхнего, а под остальные короткие я уже подкладывал бруски. Теперь о большом минусе. Все рамы установлены своей внутренней комнатной стороной на улицу, и при сильном боковом дожде вода немного затекала в щели. Заделывание герметиком на какое-то время проблему решило, но не на 100%. Почему я так сделал? Потому что форточки проветривания в таком положении открываются свободно на внешнюю сторону. А если было бы наоборот, то, когда весь урожай вырастет в полный рост, помидоры, огурцы, то это сделать просто невозможно. Во внутреннюю сторону открыть, а на внешнюю они свободно открываются. А заниматься переделкой вот этого у меня не было времени. В итоге, с наличием 9 форточек с разных сторон и одной двери, проветривание великолепное. Следующее. Обустройство грядок. Изначально при планировании внутренней части теплицы задумывалось, что проход между грядками будет делаться ниже уровня самих грядок. Это и плюс для комфортного передвижения, и плюс для удобства работы с землей. Была еще мысль сделать 2 прохода и 3 грядки, но пока остановились на таком варианте. Высота грядок получилась около 40 сантиметров, а высота от нижней части прохода земли до верхней балки 185 сантиметров, так что комфортно можно ходить высокому человеку. Вот подведем небольшой итог. Теплица была построена в октябре 2019 года. Времени на строительство от фундамента до грядок в одни руки, за исключением листов поликарбоната, в общей сложности у меня ушло 24 дня. Несколько дней там фундамент отстаивался. Вот после того, как фундамент отстоялся, после установки брусков у меня ушло на возведение теплицы всего 10 дней. Сейчас на дворе начало мая 2021 года. Каких-либо изъянов в сторону технического ухудшения в теплице нет, за исключением облезающего фронтона над дверью. А на данный момент теплица готовится к выращиванию второго урожая. Буду очень рад, если хоть одному человеку пригодится мой небольшой опыт, и он подчеркнет для себя хоть что-то. Я не стал в обзоре писать, какими саморезами я все это крепил, какие уголки использовал. На видео все это видно. Если кому-то понадобится подробно рассмотреть весь процесс в фотографиях, то, пожалуйста, пишите в комментариях, и я обязательно все фотографии вышлю. Большое спасибо всем за просмотр.